Этот логотип знают почти все. Он есть на кроссовках, футболках, стадионах и рекламных плакатах по всему миру. Но самое удивительное в этой истории — его цена. Один из самых узнаваемых символов в истории стоил всего $35. Да, логотип, который сегодня ассоциируется с победой, спортом и огромной мировой компанией, изначально был обычным студенческим заказом. Но как простой знак за $35 стал символом целой эпохи? Чтобы понять эту историю, нужно вернуться во времена, когда Nike еще не был Nike'ом. Сегодня кажется, будто этот бренд существовал всегда. Белая галочка на обуви, спортивная одежда, реклама с великими атлетами, слоганы про победу и преодоление. Но вначале все выглядело совсем иначе. До Nike была компания Blue Ribbon Sports. Это был не мировой гигант и не культовый бренд. Это был небольшой бизнес, связанный с продажей спортивной обуви. Никакой магии. Никакой империи. Никакого всемирно известного символа. Только идея, риск и желание пробиться на рынок. Компания пыталась занять свое место в мире спортивной обуви. Но просто продавать обувь было недостаточно. Если бренд хочет расти, ему нужно нечто большее. Одним из главных людей в этой истории был Фил Найт. Он не начинал с готовой легенды. Он не проснулся однажды владельцем бренда, который знают по всему миру. Он строил компанию шаг за шагом. И в какой-то момент стало понятно. Бизнесу нужен собственный образ, свое имя, свой характер. И главное — знак, который люди смогут запомнить с первого взгляда. Сильный бренд — это не только продукт, это ощущение, это ассоциация, это символ, который человек видит за секунду и сразу понимает, о чем речь. Компании нужен был не просто красивый рисунок, ей нужен был знак движения, скорости, энергии, спорта. То, что можно поставить на кроссовок, коробку, одежду и рекламный плакат. И именно в этот момент в историю вошла Кэролин Дэвидсон. Она была студенткой графического дизайна, не знаменитым дизайнером, не сотрудником крупного рекламного агентства и не человеком с огромным портфолио мировых брендов. Она просто училась, занималась дизайном и получила задачу придумать визуальный знак для новой спортивной компании. На первый взгляд задача звучала просто, но именно такие задачи часто оказываются самыми сложными. Нужно было придумать символ, который будет выглядеть быстро, легко, энергично и при этом не будет перегружен деталями. Кэролин начала делать эскизы, линии, формы, варианты, попытки передать движение через простой графический знак. И в итоге появилась форма, которая позже войдет в историю. Свуш. Этот знак был очень простым, почти минималистичным, но в нем было главное — ощущение движения. Он словно летел вперед, напоминал крыло, след от скорости, мгновенный рывок. Именно это делало его идеальным для спортивного бренда. Но тогда еще никто не знал, насколько важным он станет. За эту работу Кэролин Дэвидсон заплатили $35. Именно эта цифра спустя годы превратилась в вирусный факт. Люди любят рассказывать, логотип Nike стоил всего $35. И в этом действительно есть что-то невероятное. Потому что сегодня этот знак воспринимается как один из самых ценных визуальных символов в мире. Но в момент создания это была просто работа. Просто заказ. Просто несколько часов дизайна. И здесь появляется главный парадокс. Цена идеи в момент рождения и ее настоящая ценность через годы — это совершенно разные вещи. То, что сегодня кажется очевидной легендой, тогда могло выглядеть как обычный вариант среди нескольких эскизов.
Именно поэтому эта история так цепляет, потому что она показывает, иногда великая вещь не выглядит великой в самом начале. Более того, по известной истории, сам Фил Найт не был в полном восторге от логотипа. Это не был момент, когда он ударил кулаком по столу и сказал «Вот оно, это будущая легенда». Скорее, все было гораздо спокойнее. Ему не сразу понравился этот знак. Но компании нужно было двигаться дальше. Нужно было принимать решения. Нужно было запускать продукт. И выбор был сделан. Иногда история начинается не тогда, когда все абсолютно уверены, а тогда, когда кто-то просто решает идти вперед. Сначала логотип был просто знаком на обуви, но постепенно он начал работать. Чем чаще люди его видели, тем сильнее становилась ассоциация. И обычная линия начала превращаться в символ. Swoosh оказался невероятно удачным. Он был простым. Его легко узнать. Его можно заметить издалека. Он не нуждался в сложном объяснении. Он не был перегружен деталями. Он просто передавал движение. А для спортивного бренда это почти идеально. Лучшие логотипы часто не кричат о себе. Они просто врезаются в память. Но важно понимать одну вещь. Даже самый удачный логотип сам по себе ничего не значит. Он становится легендой только тогда, когда за ним появляется история, продукт, реклама, победы, спортсмены, культура. Nike не просто сделал красивый знак. Nike превратил его в символ амбиций, движения и победы. Со временем этот знак начали видеть все чаще. На кроссовках, на спортивной форме, на рекламных плакатах, на соревнованиях, на людях, которые хотели быть быстрее, сильнее и увереннее. Swoosh стал не просто логотипом компании. Он стал обещанием. Обещанием, что ты можешь больше, что ты можешь сделать следующий шаг, что ты можешь победить не только соперника, но и самого себя. Но в этой истории есть важная деталь, о которой часто забывают. История не закончилась только на $35. Спустя годы, когда Nike уже стал огромным брендом, Кэролин Дэвидсон получила дополнительное признание. Ей подарили золотое кольцо с логотипом и акции компании. И это меняет восприятие всей истории, потому что сначала это был маленький заказ, а позже признание того, насколько значимой оказалась ее работа. История логотипа Nike — это не просто история про дешевый дизайн. Это история о том, что реальная ценность идеи редко видна сразу. Иногда то, что кажется маленькой деталью, позже становится частью мировой культуры. Одна линия, один знак, один студенческий заказ и целая эпоха, которая выросла вокруг него. Возможно, главный урок здесь в том, что важна не только сама идея. Важно то, что с ней сделают потом. Nike не просто купил логотип. Он построил вокруг него целую вселенную. И поэтому Swoosh сегодня — это не просто рисунок на обуви. Это символ движения, победы и веры в себя. Цена идеи была $35, но ее настоящая ценность оказалась намного больше. Если тебе интересны такие истории про бренды, технологии и идеи, которые изменили мир, подписывайся на канал. Дальше будет еще больше историй о компаниях, которые начинались совсем не так, как кажутся сегодня.